Шоколадное молоко никогда не запрещали официально на уровне правительства, но в десятках школьных округов США оно действительно исчезло из меню. Это было не решением Конгресса, а серией локальных инициатив, подкрепленных тревожными заявлениями врачей и родителей. Все началось с волнений по поводу растущего уровня ожирения у детей. Диетологи обратили внимание, что шоколадное молоко, несмотря на всю пользу, содержит много добавленного сахара. В некоторых школах считали, что такая сладость просто недопустима в ежедневном рационе. Администрации начали действовать. Без громких пресс-релизов и новостей напиток убирали из школьных столовых. Дети приходили за любимым вкусом, а вместо него получали обычное белое молоко. Ни объяснений, ни обсуждений. Только молчаливое «нет». Этот запрет не был формально закреплен в законе, но на практике он коснулся миллионов детей. И что самое удивительное, никто особо не заметил. Пока все шло тихо, шоколадное молоко исчезало с подносов школьников. Но что стало отправной точкой для такого радикального решения? Именно школы стали первой линией фронта в борьбе с избыточным сахаром. Не производители, не законодатели, а обычные школьные администрации. Проблема оказалась слишком видимой. Статистика по детскому ожирению росла, и шоколадное молоко внезапно оказалось удобной мишенью. В нем содержалось примерно 3 чайные ложки сахара на порцию. Вроде бы немного, но это регулярно, ежедневно, годами. Родители, диетологи и активисты выступили за отказ от напитка. Они утверждали, если ребенок будет пить только белое молоко, он избавится от избыточных калорий. Аргументы звучали убедительно. Школы начали пересматривать меню, а шоколадное молоко исчезать. Эта волна пошла сначала по Калифорнии и Нью-Йорку, потом затронула и другие штаты. Казалось, что это маленький шаг ради большой цели – здоровья детей. Но решение было принято без обсуждений с теми, кто должен был его пить. В 2011 году школьный округ Лос-Анджелеса принял решение, которое всколыхнуло всю страну – полностью исключить шоколадное молоко из школьного питания. Это решение касалось более чем 600 тысяч учеников. Причина была одна – борьба с ожирением. Администрация округа посчитала, что дополнительный сахар, даже в полезном продукте, это слишком. Но родители возмущались. Молочные компании теряли контракты. Учителя были в замешательстве. Однако решение вступило в силу. Это был поворотный момент. За Лос-Анджелесом последовали другие крупные округа. Внезапно шоколадное молоко стало восприниматься как вредный продукт, от которого нужно избавляться. Но вскоре стало ясно, что запрет принес не только плюсы. Через несколько месяцев после запрета начались неожиданные последствия. Дети перестали пить молоко. Белое молоко им просто не нравилось. В результате резкое снижение потребления кальция и витамина D. Вместо того, чтобы стать здоровее, дети начали получать меньше питательных веществ. Кроме того, увеличилось количество пищевых отходов. Ученик брал молоко и выбрасывал его. В отдельных округах отчеты показали рост выбросов на 30%. Бюджеты пострадали, а здоровье под вопросом. Ирония в том, что изъятие шоколадного молока должно было сделать детей стройнее, но привело к новым проблемам. Возник вопрос: может быть, не сам напиток был проблемой, а подход к его оценке? Когда запреты стали массовыми, молочная индустрия начала терять деньги. Ответ был быстрым – переработка продукта. Компании стали выпускать версии с пониженным сахаром, использовать заменители, добавлять белок. Упаковки изменились. Теперь на них писали «здоровый выбор» и «меньше сахара». Маркетологи поняли, если нельзя убедить школы, нужно убедить родителей. Начались скрытые кампании, новые ролики, обзоры, спонсорство научных исследований. Цель была одна – вернуть шоколадное молоко в школы и в сердца покупателей. Возвращение началось, но напиток уже не был прежним. Вкус остался знакомым, но формула совершенно другой. И здесь возник новый вопрос: стал ли он лучше или просто другим? Пока школьные округа один за другим отказывались от шоколадного молока, научное сообщество не спешило с однозначными выводами. Некоторые исследования действительно подтверждали, что напиток содержит больше сахара, чем нужно детям. Но другие показывали, в сравнении с газировкой или соками, шоколадное молоко выглядит куда предпочтительнее. Оно дает белок, кальций и витамин D, которых многим детям не хватает. Особенно интересным стало исследование, проведенное в несколько этапов. Оно показало, после запрета шоколадного молока дети начали пить меньше молока в целом. При этом общее потребление сахара у них почти не снизилось. Дети восполняли дефицит другими сладостями.
сладостями. Американская академия педиатрии, например, заявила, что шоколадное молоко – это компромисс. Лучше ребенок получит нужные элементы с ложкой сахара, чем не получит ничего. Возникла дилемма – следовать строгим принципам или смотреть на реальную картину. Этот конфликт между научными фактами и образовательной политикой стал особенно острым, когда к теме подключилось правительство. В 2023 году Министерство сельского хозяйства США, USDA, решило вмешаться. Было предложено обновить федеральные стандарты школьного питания. Среди идей ограничение или полное исключение ароматизированного молока в начальной и средней школе. Решение вызвало бурную реакцию. Часть родителей и диетологов поддержали инициативу. Меньше сахара – лучше здоровья. Но производители и некоторые врачи восприняли это как угрозу. Возникло противостояние между двумя лагерями. Тех, кто считал шоколадное молоко опасным, и тех, кто видел в нем доступный источник питательных веществ. На фоне дебатов пилотные программы начали вводиться в отдельных штатах. Школы тестировали новые продукты с пониженным сахаром. Появился термин «разумно подслащенное молоко». Но вместе с ним возник и новый вопрос. Если напиток возвращается, значит запрет все же был ошибкой. В некоторых округах, включая Лос-Анджелес, спустя годы после запрета начались изменения. Отчеты показали, что дети по-прежнему не пьют обычное молоко. Уровень потребления витаминов и минералов снизился. Это стало веским поводом пересмотреть политику. Администрации начали запускать пилотные программы по возвращению шоколадного молока в новой, безопасной версии, с низким содержанием сахара, без искусственных ароматизаторов. Такой шаг был воспринят неоднозначно. Кто-то считал это капитуляцией, другие – возвращением к здравому смыслу. Маркетологи не упустили момент. Возвращение напитка стало преподноситься как второй шанс. Улучшенная формула – новое качество. Но на деле этот поворот стал признанием. Запрет не дал нужного результата, а значит, проблему нужно было решать иначе. Не запретом, а адаптацией. Современное шоколадное молоко – это уже не тот напиток, что был в школьных буфетах 20 лет назад. Сегодня производители экспериментируют с составом, уменьшают сахар до минимума, заменяют его натуральными подсластителями, добавляют растительные белки, витамины, клетчатку. На упаковках появились ярлыки «низкий гликемический индекс», без лактозы, с пребиотиками. Все это результат не только маркетинга, но и технического прогресса. Производители используют технологии ультрафильтрации, чтобы сохранить питательность без излишней сладости. Но возникает логичный вопрос. Если формула изменилась настолько, тот ли это продукт, к которому мы привыкли? Или это уже совершенно другое молоко, просто с тем же названием? Новая версия шоколадного молока прошла лабораторные тесты и дегустации. Некоторые образцы действительно содержат в 2-3 раза меньше сахара, чем раньше. По вкусу они слегка отличаются, но не настолько, чтобы дети их отвергли. Более того, по оценкам родителей, новый напиток стал менее приторным и более натуральным, однако не все так просто. Некоторые образцы содержат добавки, скрытые под общими названиями, вроде натуральные ароматизаторы или растительный подсластитель. Эксперты предупреждают, за этими терминами могут скрываться вещества, изученные недостаточно. И хотя современное шоколадное молоко действительно стало менее вредным, оно остается сладким продуктом. А значит, его возвращение – это не только вопрос формулы, но и вопрос доверия. Кто должен решать, что безопасно для ребенка – наука, школа или производитель? Когда шоколадное молоко вернулось, оно стало выглядеть иначе. И не только по составу. Упаковка теперь говорила «здоровый выбор, без лишнего сахара», поддержана диетологами. Но за красивыми словами скрывались нюансы. Например, фраза «без добавленного сахара» иногда означала использование концентрированных фруктовых соков. Технически это не добавленный сахар, но организму разницы нет. Также производители активно использовали термины «натурально» и «органик», хотя такие ярлыки нередко никак не связаны с реальной пользой. Для многих родителей это звучит убедительно. Однако даже натуральный шоколадный вкус может быть результатом ароматизаторов, не имеющих ничего общего с настоящим какао. Маркетологи сделали ставку на эмоции. Упор был не столько на факты, сколько на воспоминания и визуальный комфорт. Это игра на доверии. Ведь если на упаковке написано «для здоровья детей», мы склонны верить. Но стоит ли?
Что думает медицинское сообщество о современном шоколадном молоке? Ответ неоднозначен. Некоторые диетологи считают напиток приемлемым, если он употребляется в умеренных количествах. Он действительно дает кальций, белок и витамины, особенно в версиях с низким сахаром. Но другие врачи указывают на риск. Даже сниженное количество сахара может вызывать привыкание у детей. Более того, некоторые заменители сахара, хотя и считаются безопасными, могут влиять на микрофлору кишечника или вызывать побочные реакции. А сладкий вкус сам по себе формирует у ребенка потребность в десертах, даже если сам напиток не слишком вреден. Общий вывод: шоколадное молоко не враг, но и не спасение. Это не вода и не лекарство. Это компромисс. Давать его стоит не ежедневно, а как редкое дополнение, а не как постоянный источник питания. И все же это гораздо лучше газировки или готовых соков. Сегодня шоколадное молоко вернулось, но это возвращение. Не триумф старой версии, а скорее результат тонкой адаптации. Вкус похож, упаковка узнаваема, но формула другая. И хотя производители говорят о восстановлении классики, на деле мы имеем перед собой новый продукт под знакомым названием. Для кого-то это возвращение во времена детства, глоток ностальгии. Для других маркетинговый ход, игра на эмоциях. Но главный вопрос остается: нужно ли нам это молоко? Или нас просто убедили в его нужности? Оно стало символом компромисса между пользой и вкусом, между страхом и доверием. История шоколадного молока – это история того, как меняется общество, наука и рынок. Иногда под грифом «запрещено», иногда под слоганом «здорово», но всегда с привкусом чего-то большего, чем просто сладкий напиток. Пока взрослые спорили о составе и этикетках, дети высказывались своими подносами. Во многих школах, где шоколадное молоко запретили, дети попросту перестали пить молоко. А некоторые начали протестовать. Ученики младших классов устраивали молочные бойкоты, отказываясь пить белое молоко. В социальных сетях стали появляться ироничные флешмобы с хэштегами вроде «Bring back chocolate». Родители разделились. Одни поддерживали инициативу школ, другие жаловались на снижение аппетита у детей. Поведение детей оказалось показателем. Решение, принятое взрослыми, не учитывало вкусовые привычки тех, кого оно касалось. Шоколадное молоко, как выяснилось, играло не только питательную, но и эмоциональную роль. Оно было утренней привычкой, наградой, частью ритуала. Педагоги также отмечали, когда детям насильно убирают любимый продукт, уровень доверия к школьному питанию падает, и тогда в ход идет все, что угодно, от обмена ланчами до покупки газировки по дороге домой. Интересно, что история с запретом шоколадного молока далеко не первая. В 20 веке этот напиток тоже неоднократно попадал под прицел. В 50-х годах прошлого века его обвиняли в развращении вкуса ребенка. В 70-х в том, что он приводит к гиперактивности. Эти обвинения мало подтверждались наукой, но волны беспокойства возвращались снова и снова. Каждое поколение, кажется, находит нового виновного в проблемах питания. В 90-х боялись глутамата, в 2000-х трансжиров, теперь сахара. Шоколадное молоко оказалось символом этого страха. Оно не самое вредное, не самое сладкое и точно не опасное, но знакомое. А значит, легко становится мишенью. Такие циклы запретов и реабилитаций показывают, дело не только в напитке, а в нашем отношении к еде и детям. Сегодня шоколадное молоко снова на реабилитации. Вопрос лишь: надолго ли? Теперь, когда напиток снова появляется в школах, возникает главный вопрос: что будет дальше? Закончилась ли эта история или это только начало новой главы? Производители работают над ультранизкосахарными версиями. Стартапы создают функциональные шоколадные напитки с пробиотиками. Веганские альтернативы выходят на рынок с натуральным какао и миндальным молоком. Но главная перемена в потребителе. Сегодня родители читают состав, дети разбираются в этикетках, а школы стараются балансировать между здоровьем и вкусом. Возможно, шоколадное молоко теперь уже не просто напиток, а зеркало перемен в культуре, в технологиях, в доверии. Оно вернулось. Но вернем ли мы ему место в нашей жизни или оставим за стеклом ностальгии?